Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую ажурную детскую летнюю шапочку. Вот так она смотрится. Я ее связала из стопроцентного хлопка. Эта шапочка на объем головы подойдет на 44-46 сантиметров. Если вы хотите сделать больше размер шапочки, значит вам нужно взять или толще пряжу, чем у меня, или большего размера крючок. И тогда у вас размер шапочки увеличится. Вот такую шапочку сегодня мы с вами будем вязать. Шапочку я буду вязать хлопковой пряжей. В 50 граммах 282 метра. И крючок буду использовать 1,5. Делаем вот такую петелечку. И еще вот 3 воздушные петли мы сделали для подъема. Теперь в центр этой петельки нам нужно провязать еще 15 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Затягиваем колечко и замыкаем все в кольцо соединительной петлей. Вот мы провязали с вами первый ряд. Вяжем второй ряд. Для подъема 3 воздушные петли и по узору еще 1 воздушная петля. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом и чередуем с воздушной петлей. Воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем по кругу. В конце второго ряда воздушная петля и соединительный столбик. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли для подъема. Теперь в этот же столбик провязываем еще 1 столбик с накидом. Воздушная петля, и в каждый столбик предыдущего ряда нам нужно провязать по 2 столбика с накидом. Воздушная петля, и из одного столбика вывязываем 2. И сюда же провязываем вот второй столбик. И так вяжем по кругу. И в конце третьего ряда 1 воздушная петля и соединительный столбик. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли для подъема. Между столбиками провязываем столбик с накидом. И вот в следующий столбик тоже провязываем столбик с накидом. В итоге у нас получается, мы провязываем вот 3 столбика.
1 воздушная петля. Вот провязываем 1 столбик с накидом. Между столбиками провязываем 2 и в следующий столбик 3 столбик с накидом и воздушная петля. И так вяжем по кругу. В конце 4-го ряда воздушная петля и соединительный столбик. Теперь вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли для подъема. Из среднего столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом, 1, и сюда же провязываем 2. И в следующий столбик вяжем 1 столбик. В итоге у нас получается, что вот мы провязали 4 столбика. 1 воздушная петля. Вот показываю еще раз. 1 столбик. Из среднего вывязываем 2 столбика с накидом. И воздушная петля. И вот так вяжем по кругу. Теперь вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли для подъема. Далее вяжем 3 столбика с накидом. Теперь между столбиками провязываем по 2 воздушные петли и 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 и еще 2 воздушные петли. И так вяжем по кругу. В конце 6-го ряда провязываем 2 воздушные петли и соединительный столбик. Вяжем 7-й ряд. 3 воздушные петли для подъема. Далее провязываем 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. 2 воздушные петли. И так повторяем, вяжем все по кругу. Вот что у нас получается. Теперь вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду 3 воздушные петли для подъема. Далее нам нужно добавить еще 1 столбик. Вот из 3-го столбика я буду вывязывать 1, и из него же вывязываю вот 2. В итоге у нас получится 5 столбиков с накидом. 2 воздушные петли. Вяжем 1 столбик, 2 столбик с накидом. Провязала 1 и из этого же столбика вывязываю 2 столбик и еще провязываем 1 столбик. Вот всего получается 5. 2 воздушные петли и вот так вяжем по кругу. Вяжем 9-й ряд. 3 воздушные петли для подъема. Далее вяжем столбики с накидом. Так, провязываем. Из последнего столбика вывязываем 2 столбика. Теперь 1 воздушная петля. И все последующие вот мы будем провязывать вот таким образом. Вяжем 1 столбик, из этого же столбика вывязываем 2 столбик,
Далее 1, 2, 3 столбика провязали. И из последнего столбика тоже вывязываем 2. Всего получается нам нужно провязать вот 7 столбиков. 1 воздушная петля и повторяем вот эти вот 7 столбиков. И вот в конце 9 ряда довязываем еще один столбик, который вот мы не связали. Это 7 столбик. И теперь замыкаем все в кольцо. Далее 10 ряд. 3 воздушные петли для подъема. И теперь нам нужно провязать вот еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Один столбик мы не довязываем. Теперь 3 воздушные петли. Один столбик пропускаем, в следующий вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И так продолжаем дальше вязать вот по 5 столбиков с накидом. И в конце 10 ряда довязали 3 воздушные петли и соединительный столбик. Теперь соединительной петлей переходим на следующий вот столбик. 3 воздушные петли для подъема и еще вывязываем 2 столбика с накидом. Вот всего у нас получилось 3 столбика. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с накидом провязываем вот под арочку из воздушных петель. Снова 3 воздушных петли. Первый столбик мы пропускаем, следующий вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И так далее будем чередовать. 1, 2, 3 воздушные петли. Этот столбик с накидом, вот тот, что мы ввязываем под воздушные петли, можно зафиксировать и провязать вот в среднюю воздушную петлю. Тогда он будет более таким вот зафиксированным. Вот видите, в сравнении этот уже никуда не денется, а этот немножко как бы болтается. Это уже на ваше усмотрение. И снова 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. И так будем вязать далее. 3 воздушных петли и 1 столбик с накидом вот там, где у нас воздушные петли. И вот так чередуем по кругу. И вот такой цветочек у нас с вами получился. Так, и теперь переходим на 12 ряд. В 12 ряду тоже вот соединительной петлей переходим на центральный столбик. 3 воздушные петли для подъема и 2 воздушные петли для узора. И теперь вот в единичный столбик нам нужно провязать 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы их провязали. Далее 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом по центру. Это мы уже с вами перешли на вывязывание узора. 2 воздушные петли и из единичного столбика вывязываем 5 столбиков. 1, 2, 3,
4 и 5. Снова 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом. И вот так чередуем до конца ряда. Теперь будем вязать 13 ряд. 3 воздушные петли для подъема, 2 воздушные петли по узору. Теперь по бокам из одного столбика вывязываем 2 столбика. Далее 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. И из крайнего столбика из одного вывязываем 2, 1, 2. Всего получается мы вывязали 7 столбиков. 2 воздушные петли, столбик с накидом, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли. И снова повторяем по бокам, вот провязываем из одного столбика 2. Далее вяжем 3 столбика. Все столбики провязываем с накидом. И из крайнего тоже вывязываем из одного 2. Снова 2 воздушные петли, столбик, провязываем столбик и 2 воздушные петли. И так чередуем вот до конца этого ряда. Теперь вяжем 14 ряд. 3 воздушные петли для подъема, 3 воздушные петли по узору. Первый столбик пропускаем, в следующий ввязываем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Мы провязали 5 столбиков. Теперь 3 воздушные петли, столбик без накида, столбик с накидом, извините, 3 воздушные петли и снова повторяем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли и столбик с накида. И вот так чередуем до конца ряда. Теперь вяжем 15 ряд. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема и 5 воздушных петель по узору. 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. Теперь воздушные петли 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик с накидом, еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик пропускаем, в следующий провязываем 1 столбик, 2, 3, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик провязываем в столбик. Вот так вяжем 15 ряд. И теперь вяжем 16 ряд. 3 воздушные петли для подъема. Сюда же провязываем еще 1, 2 столбика. Далее мы здесь довяжем, когда будем заканчивать ряд. Теперь 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 1 столбик с накидом
провязываем вот во второй столбик, снова 4 воздушных петли. Там, где был единичный столбик, провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Снова 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. 1 столбик с накидом. И снова повторяем 4 воздушных петли. 2, 3, 4. И там, где был один столбик, провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И вот так вяжем далее. Вот когда мы довязали до конца 16 ряда, нам нужно довязать вот еще 2 столбика, чтобы всего получилось здесь 5 столбиков. И замыкаем соединительной петлей. Вот так. Вот что у нас получается. Далее мы будем вязать вот ровным полотном вот этим вот узором листочками. То есть нам нужно вернуться к 13 ряду вот и провязывать вот 13, 14, 15, 16 ряд и вот так их повторять. Вот эти 1, 2, 3, 4 ряда. И вяжете до той вот длины шапочку, вот какой вы хотите, чтобы она у вас была. И вот столько повторяете раз вот эти лепесточки. Вот я провязала узором нужную мне длину. Вот приложу линейку и покажу, сколько это получилось. Это 15 сантиметров. По узору, чтобы вы сориентировались, сколько я провязала, вот там, где нитка, там, где мы вязали, я провязала вот один целый листочек и довязала до того ряда, где вот мы провязывали по 5 столбиков с накидом. Вот сколько я провязала узора. И теперь шапочку буду обвязывать столбиками без накида. Вот сделала воздушную петлю для подъема. И можно или под цепочку обвязывать столбиками без накида, или можете в серединку воздушных петель. Но я буду обвязывать под цепочку из воздушных петель. И вот так буду обвязывать столбиками без накида. И так вяжем по кругу. И вот я столбиками без накида провязала один ряд, второй, третий, а в четвертом ряду вот провязываю такую отделку, делаю с пиком. Вот показываю, как я вяжу. Один столбик без накида, 2, 3, 4, 5. Теперь 3 воздушных петли. В серединку столбика захватывая вот рабочую нить, и получается вот такое пико. И снова провязываю 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. В серединку столбика
захватили рабочую нить, протянули и в следующий столбик провязываем столбик без накида. И так довязываем до конца. И вот такая шапочка у нас с вами сегодня получилась. Так, чтобы вам было видно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!